Добрый день, дорогие наши читатели! Мы очень рады встрече с вами. И сегодня наша встреча проходит в домашней обстановке. И сегодня она опять посвящена космосу. Но сегодня мы поговорим не про Юрия Гагарина, а про еще очень одного интересного человека, ребята. Этот человек Алексей Леонов. Он написал рассказ «Солнечный ветер». Алексей Леонов, ребята, чем же он знаменит? А знаменит этот человек тем, ребята, что он не только, как Юрий Гагарин, поднялся в космос, а первым вышел в открытый космос. Он первым увидел, что находится в космосе за ракетой. В этой темноте он увидел звезды, он увидел издалека Землю. И вот, ребята, сегодня мы с вами прочитаем его рассказ. И называется он «Солнечный ветер». Мой юный друг, я не знаю, как тебя зовут и сколько тебе лет, но я знаю, что ты мой друг. А что может быть лучше настоящей дружбы между людьми? Я могу сказать, что видел тебя из космоса. Не веришь? Думаешь, я шучу? Вовсе нет. Мы, космонавты, отправляемся в полет и видим из космоса океаны, материки, реки, моря, пустыни и горы. Мы видим поля, на которых люди выращивают хлеб, любуемся лесами, различаем даже большие города, такие, например, как наша столица Москва. До чего же она красива ночью! Все мои друзья хоть раз побывали в космосе, и все, кто побывали, не устают им восхищаться. Как же прекрасна наша с вами голубая планета, наша Земля. А знаешь, почему мы так говорим? Потому что на этой планете растешь ты. И мы видим тебя из космоса. Твоя улыбка помогает нам. Мы знаем, что ты внимательно следишь за каждым нашим полетом. И мы стараемся, чтобы эти полеты проходили очень и очень хорошо. Как становятся космонавтами? Честно говоря, не знаю. До того, как стать космонавтом, я был летчиком. До того стать как летчиком, я учился в школе. До того, как пойти в школу, я был просто мальчишкой. Таким, как ты или твои младшие братья. Когда я немножечко подрос, я понял, что настоящий мальчишка должен защищать слабых, а для этого он должен хорошо бегать, прыгать и плавать. И до сих пор мои самые любимые виды спорта – это бег и плавание. Не знаю почему. Мне так запомнился день, когда я впервые пошел в школу. Может быть потому, что в этот день вдруг я понял, что можно увидеть красивое в обычном, открыть прекрасное там, где проходил мимо сотни раз и не замечал. А потом на нашу страну обрушилась война, и каждый советский дом, в них вошли горе и беда. Вошла война и в наш дом, хотя линия фронта проходила от Сибири далеко, на западе. Семья у нас была большая, 9 человек, одних только ребятишек было время, когда наша вся семья жила в одной комнатке. Но мы не хныкали, не жаловались на то, как нам трудно и тесно. Мы знали, что если в дом вошел враг, и этот враг хочет убить советских людей, надо врага победить и прогнать с родной земли. А еще мы знали, что как бы не было тяжело, горе, людям нужна радость, нужно тепло, щедрых сердец. К чему я тебе все это рассказываю, мой юный друг? А к тому, что не так уж важно, пойдешь ли ты в космонавты, или станешь врачом, архитектором, ученым. Важно, чтобы ты всегда оставался человеком, любил людей, природу, все то, что тебя окружает. В отряд космонавтов я пришел в числе первых и сразу же полюбил своих новых друзей. Полюбил Гагарина. Гагарин был очень веселым человеком, искренним и скромным. Никогда не забуду 12 апреля 1961 года. А потом я сам поднялся в космос. И не только поднялся, но и вышел из корабля в безбрежное пространство. Увидел
Гигантский голубой шар, бездонное черное небо, звезды и яркое солнце. Мой юный друг. Пройдет совсем немножко времени, и другие корабли поднимутся к звездам. Другие люди будут сидеть за штурвалами умных, надежных и таких нужных людей ракет. Может быть, в одной из таких ракет полетишь в космос и ты. Я искренне от всего сердца желаю тебе удачи во всем. Пусть солнечный ветер будет тебе попутчиком. Вот такой, ребята, замечательный рассказ называется «Солнечный ветер». И вот, ребята, написал этот рассказ человек, который первый сам вышел из всего человечества, первый вышел на орбиту. Мало того, что был он космонавтом, ребята, он был талантливым писателем. И еще, ребята, ко всем своим книжкам, к своим рассказам он сам рисовал иллюстрации. Посмотрите, пожалуйста, ребята, как он красиво и очень важно изобразил космонавта в космосе. Видно ракету, все видно приборы, присоединения какие. И вот это, ребята, наш космонавт. До свидания.